Трамп больше суток не бомбит Иран. Это предложение переговоров или затишье перед чем-то по-настоящему ужасным. Хуситы берут под контроль судоходство в Красном море. Через пару недель это отразится на ценниках в вашем магазине. Такаев тихо, дрожащим голосом, но потребовал от Путина прекратить войну с Украиной. Откуда смелость? Путин занял у Ким Чен Ына еще 30 тысяч солдат. Власть Моди в Индии зашаталась. Студенты готовы снести деда Нарендру? Впервые за 1,5 десятилетия генсек ООН в Сирии. Жуткие кадры из Испании и Франции. Юг Европы горит дотла. А в Калифорнии Комик-кон, главный в мире фестиваль любителей комиксов, тоже страдает от жары. Костюмы плавятся. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Ормузский пролив и морская блокада Ирана на сегодня стали главной битвой в войне США и Ирана. Центральное командование США отчиталось. Развернуты 12 торговых судов, пытавшихся прорвать блокаду. 2 обездвижены, еще 2 досмотрены. Сегодня американские военные поднялись на борт танкера «Чарминар» под флагом Коморских островов в Аравийском море. После проверки судно отпустили. А днем ранее в Оманском заливе был обездвижен танкер «Лавин» под флагом Мозамбика. По версии Центком, экипаж несколько раз пытался нарушить блокаду и игнорировал предупреждение. Появилось видео этого эпизода. Ракета Hellfire бьет точно в машинное отделение. Судно лишается хода. В Иран оно уже не пойдет. Отдельная история. Газовоз «Диша», подавший сигнал бедствия у входа в Ормузский пролив. На борту 30 человек, 28 из них – граждане Индии. МИД Индии сообщил, что весь индийский экипаж цел. Кто атаковал судно, официально не установлено. Российское государственное агентство «Спутник Индия» со ссылкой на Индийский профсоюз моряков утверждает, что огонь без предупреждения открыли американские военные. В США это не подтверждали. Война задела Иран и с неожиданной стороны – с Каспия. МИД Ирана подтвердил. Украинский беспилотник атаковал иранское торговое судно, 1 моряк погиб, еще 1 ранен. Тегеран назвал это актом агрессии и нарушением устава ООН. В Киеве заявляют, что судно находилось под международными санкциями и возило военные грузы между Ираном и Россией. Иранские пропагандистские каналы уже угрожают Украине баллистическими ракетами. Еще одна линия фронта раскрылась благодаря Wall Street Journal. По данным газеты, Бахрейн и Кувейт в начале месяца впервые нанесли собственными самолетами удары по целям внутри Ирана. До сих пор арабские монархии только оборонялись, сбивали иранские ракеты и дроны. Официально ни одна из стран это не подтвердила. При этом минувшей ночью новых американских ударов по Ирану не было. Впервые за 13 ночей. Трамп говорит, что Тегеран настроен на заключение сделки все серьезнее. В Иране это отвергают. Генерал Асади заявил, что война будет войной на истощение, которая не закончится. Тем временем оманская делегация прилетела в Тегеран обсуждать механизмы прохода судов через Ормуз. А Катар с воскресенья возобновляет обычное морское сообщение. После 13 ночей американских ударов Тегеран увешан билбордами с Дональдом Трампом. На одном руке сжимают его горло и надпись «Месть неизбежна». На другом «Эй, террорист, готовься умереть». А иранское государственное агентство пропаганды на зарубежные страны ВАНа опубликовало уличный опрос. Вопреки традиции, на этот раз опросили не 2, а 1 жителя Тегерана, владельца хозяйственного магазина. Он поддержал и ракетную программу, и войну, но начал с жалобы на рост цен. Экономическая ситуация намного хуже, чем в предыдущие годы. Если учитывать инфляцию, она, возможно, выросла почти вдвое. Доходы упали, стоимость нашей валюты снизилась. Все это сказывается, и жизнь стала немного тяжелее. Нам говорят, что у нас не должно быть ракетной программы. Но при том, что у Израиля есть самые разные самолеты, и он может прилететь, но за полчаса нанести удар по Ирану и улететь. Что нам делать, если у нас не будет этих ракет? Из рогатки F-35 не собьешь. Никто не любит войну. Война — это плохо. Эта война нам сейчас навязана. Вот действительно навязана. Лично у меня семья, маленькие дети и внуки, и они хотят жить в этой стране. Что им делать в таких условиях? Никто не любит войну, но когда тебя в нее вынуждают, наступает момент, когда другого выбора не остается. А если все можно решить переговорами, это гораздо лучше. На Ближнем Востоке разгорается еще один фронт. Между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Хуситы заявили о 2 ударах по объектам государственной нефтяной компании «Арамко». Баллистическими ракетами и дронами по Джизану у йеменской границы, крылатыми ракетами и дронами. По Янбу на Красном море. В Джизане расположен крупный нефтеперерабатывающий завод. В Янбу – порт, способный отгружать миллионы баррелей нефти в сутки. Утром гражданская оборона Саудовской Аравии
объявила в обеих провинциях тревогу и велела людям укрыться. А через некоторое время сообщила, что опасность миновала. Официально Эр-Рияд удары не подтвердил. Но система пожарного мониторинга НАСА зафиксировала возгорание к востоку от завода в Джизане, а видео с крупным пожаром в промзоне города геолоцировали в CNN и Reuters. Все это — ответ на удары саудовской авиации по Йеменскому порту Ходейда накануне. Эр-Рияд назвал их соразмерной военной реакцией на атаку саудовского судна в Красном море и пообещал отвечать без снисхождения. Хуситы держат объявленную на этой неделе морскую блокаду саудовского судоходства и грозят расширять операции. Мы подтверждаем, что морская блокада, введенная против Саудовской Аравии, остается в силе в ответ на ее агрессию и несправедливую блокаду, продолжающуюся уже 12 лет. Мы без колебаний расширим наши военные передвижения и усилим наши действия в ближайшие часы и дни в соответствии с нашей политикой. Это блокада за блокаду и эскалация за эскалацию. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев публично, сидя рядом с Владимиром Путиным, призвал заморозить войну в Украине. На форуме регионов России и Казахстана в Омске Токаев рассказал, что к нему поступает много сигналов из Европы и США и предложил вернуться к Стамбульской формуле 2.0 под гарантией великих держав. Это первый случай, когда лидер формального союзника Москвы по ОДКБ говорит такое Путину в лицо и под камеры. Говорил Токаев подчеркнуто осторожно. Хвалил дипломатическую гибкость Путина на Аляске. Называл Россию великой страной и заранее отказался от роли посредника. Вот это заявление полностью. Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня. Но никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но, с другой стороны, есть такой момент и возможность, как поставить на заморозку все это дело. Это пробированная в международной практике ситуация, прием, поскольку жалко, конечно, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов России и Украины. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинскому государству. Путин в ответ пообещал лишь детально проинформировать Токаева о ситуации на, цитата, украинском направлении. Через несколько часов позицию Кремля сформулировал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Путина заявил, что заморозка как таковая невозможна, и связал это с позицией Киева. При этом Украина еще с прошлого года публично заявляет о готовности к прекращению огня по линии фронта. А российские войска продолжают наступательные действия и удары по украинским городам. Напомним, в начале июля агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщало, что Путин отвергает предложение о мирных переговорах и не исключает эскалации. По данным агентства, он занял бескомпромиссную позицию по вопросу всей Донецкой области и раскритиковал советников, предлагавших компромисс по нынешней линии фронта. Владимир Зеленский сделал сразу два разоблачения. Первое. Россия договаривается о переброске на войну против Украины еще 30 тысяч северокорейских военных. И с июня готовит инфраструктуру для их приема в Воронежской области. Второе связывает российско-украинскую войну с войной на Ближнем Востоке. По данным украинской разведки, российские спутники ведут съемку американских военных объектов в странах Персидского залива.
а снимки затем оказываются у Ирана. Мы видим и сотрудничество России с Северной Кореей. Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи. В Воронежской области готовится их принять. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Это угроза не только для Украины. Россия помогает Северной Корее учиться войне, улучшает их оружие, дает им опыт применения оружия. Все это угроза для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Поручил передать партнерам имеющуюся у нас информацию о новой помощи России иранскому режиму. С начала июля мы фиксируем активную спутниковую съемку России, территории стран залива и размещенных там американских военных объектов. Эти снимки оказываются у Ирана. И при этом есть четкая корреляция между российской съемкой объектов и ударами иранских сил. Корреляция и накануне ударов, для их планирования, и после иранских атак, для оценки нанесенного ущерба. В зону интереса российских спутников попали 4 авиабазы. 2 в Бахрейне и по 1 в Иордании и Кувейте. Понятно, для чего. Северокорейские военные воюют на стороне России уже почти 2 года. После подписания договора о взаимной обороне между Москвой и Пхеньяном осенью 2024 Ким Чен Ын отправил около 14 тысяч солдат в Курскую область. Выбивать украинские войска после их прорыва через границу. По оценке южнокорейской разведки, около 6 тысяч северокорейцев погибли или были ранены. Пхеньян потери признал лишь частично, а Ким объявил погибших героями. Контингент при этом не сокращается, а растет. В начале 2025 Сеул фиксировал переброску еще 3000 военных, а к началу этого года, по данным украинских СМИ, в Курской области оставалось около 11 тысяч северокорейцев. Украинская разведка сообщала, что они уже участвуют в обстрелах приграничных общин. Индийская молодежь свернула многонедельные протесты и вышла на улицы праздновать политическую победу. Правительство Нарендры Моди уступило. Министр образования Дхармендра Прадхан ушел в отставку. Власти пообещали реформировать экзаменационную систему, которую годами сотрясали утечки билетов и скандалы со списыванием. Это оказалось наивысшей точкой политической напряженности 3-го срока Моди. Еще в начале недели тысячи демонстрантов шли на парламент, а полиция разгоняла их слезоточивым газом. Теперь основатель Тараканьей народной партии Абхиджит Дипки объявил о победе. Это победа Конституции Индии. Это победа народа Индии и поражение диктатора. Показательная цифра. Правящая в Индии Бхарати Джаната Парти. Индийская народная партия, называющая себя крупнейшей партией мира. И это не шутка. В БДП числится 110 миллионов человек. За все годы собрала в Инстаграме лишь 10 миллионов подписчиков. Тараканы вдвое больше за считанные дни. Моди пытался перехватить политическую повестку. Обещал ускоренные суды и суровые наказания за экзаменационные махинации. Сегодня я дал ведомствам поручение по созданию судов ускоренного производства. Ведомства напряженно работали и поздно ночью дали мне одобрение. Суды ускоренного производства и введение суровых наказаний завтра будут обсуждаться на заседании кабинета. Протестующих это не удовлетворило. Уступить пришлось по-крупному. Специалист по индийской политике, профессор Кристоф Жофрело, считает произошедшее переломный момент в индийской политике. Этот эпизод, вероятно, стал вехой. В том смысле, что авторитет самого премьер-министра прошел испытание и отчасти оказался подорван. И идея о том, что мы вступаем в эпоху после Моди, в какой-то мере материализуется. Об этом ведь и раньше говорили. Но можно считать, что эпоха после Моди начинается сегодня, когда столько лидеров БДП уже включились в борьбу. 10 лет Нарендра Моди правил как сильный лидер, не признающий ошибок. И его правительство упорно не сдавало министров под давлением улицы. Фермерам в 2021 году пришлось протестовать почти год, прежде чем Моди отменил скандальные аграрные законы. Теперь прецедент. Суть в том, что если министр образования должен уйти в отставку из-за отсутствия подотчетности, из-за масштабных проблем в образовании, то можно требовать отставки и, не знаю, министра внутренних дел за то, как ведет себя полиция, министра финансов за экономический кризис, с которым столкнулась Индия. Так что прецедент действительно создан. Раджнат Сингх любил повторять, в этом правительстве министры в отставку не уходят. Что ж, уходят. И это интересный прецедент еще и с этой точки зрения. Но главный удар, по мнению профессора, стилистический.
В стране с населением 1 470 000 000 человек, больше половины граждан, моложе 25 лет, 65%, моложе 35. И на фоне молодого и дерзкого движения 75-летний премьер выглядит человеком другой эпохи и буквально доисторическим артефактом. Да. Я думаю, сам стиль протеста отразил усталость от человека совершенно другого поколения, который у власти столько лет, десятилетиями. Сначала в Гуджарате, потом, конечно, в Индии. Потребность в свежем ветре для общества, которое молодо, энергично, которое хочет веселья, требует веселья. Тогда как у лидеров с чувством юмора не очень. И вот этот контраст во многом делает Моди человеком прошлого. Что дальше? Открытый вопрос. В следующем году БДП ждут ключевые выборы в Штатах. А сами тараканы впервые столкнутся с проблемой любого стихийного движения. Вопрос для меня в том, насколько лидер или лидеры этой партии контролируют молодежь. Будет ли она подчиняться людям, которые сами провозгласили себя лидерами? Инициативу могут перехватить и другие. Посмотрим. Это очень, я бы сказал, важный момент. Антонио Гутерриш прилетел в Дамаск. Впервые с 2009 года действующий генеральный секретарь ООН посещает Сирию. Война, начавшаяся в 2011-м, унесла сотни тысяч жизней и превратила миллионы сирийцев в беженцев. В аэропорту генсека встречал глава МИДа Саад аш-Шибани. Гутерриш посетил мечеть Амиядов в Старом городе и оставил запись в книге почетных гостей. Главное же происходило в Народном дворце, на переговорах с президентом Ахмедом аш-Шараа. По словам аш-Шибани, обсуждали расширение помощи ООН в восстановлении страны и правительственный план по закрытию лагерей для перемещенных лиц. Запрос Дамаска сформулирован прямо. Чего сегодня хочет Сирия? Честно говоря, на данном этапе Сирия хочет поддержки международного сообщества. Не только организации, ей нужна помощь государств, международного сообщества и Европейского Союза. Гутерриш назвал свою поездку визитом солидарности и дал понять, что ООН готова помогать. Ни одна страна не выходит из тяжелейшего конфликта и не восстанавливается в одиночку. Думаю, мы обязаны помочь Сирии в ее решимости и стремлении это сделать. Сам визит – очередной этап легализации новой сирийской власти. Ахмед аш-Шараа, бывший лидер сирийской ячейки Аль-Каиды, порвавший с ней еще в 2016 году. В декабре 2024-го возглавляемый им альянс сверг Башара Асада. Гутерриш тогда назвал конец сирийской диктатуры знаком надежды для региона. Еще до ноября прошлого года аш-Шараа находился под террористическими санкциями. Совбез ООН их сняли отдельной резолюцией. США пошли дальше. Сняли с Сирии большинство ограничений, а 8 июля официально исключили ее из списка государств, спонсоров терроризма, в котором Дамаск находился с 1979 года. Дольше всех в мире. Восстановление разрушенной войной страны оценивается в сотни миллиардов долларов. Без внешних денег оно невозможно. Программа визита рассчитана на несколько дней. В понедельник Гутерриш выступит в сирийском парламенте, встретится с представителями гражданского общества и посетит миротворцев ООН в буферной зоне между сирийскими и израильскими силами. У испанских пожарных новый фронт, теперь на востоке страны. В горах Сьерра-де-Эспадан под Валенсией огонь идет сразу по нескольким направлениям. Жара 35 градусов, сильный ветер, влажность всего 20%. Надежда на ночь, когда влажность должна вырасти вдвое. Тем временем под Мадридом худший лесной пожар в истории региона. 3 очага, 2 из которых слились в один, выгорело больше 9 тысяч гектаров. Из-за огня под Мадридом и в Авиле дома покинули почти 80 тысяч человек. Всего эвакуированы или заперты в домах около 88 тысяч. Эвакуированных размещают в спортзалах, как в Вильянуэва-де-ла-Каньяда, куда свезли жителей окрестных деревень. Я увидела, как в небо поднимаются клубы дыма. Тогда я поняла, что-то происходит. Думаю, мы все запаниковали. Потом пришло сообщение. Собирайтесь, берите самое ценное, самое важное. Я взяла кошку, и мы уехали. Конечно, мы нервничали. Кричали соседи, кричала полиция. Все происходило одновременно. Мы собрали самое необходимое. 2-3 смены одежды, мои лекарства в чемодан, немного наличных и уехали. Мы не бежали, но уезжали в тревоге и следовали указаниям полиции. Спасают не только людей. В Рубледо-де-Чавелло военные пожарные выводили из огня скот и отпаивали водой измученного теленка. Минувшая ночь дала пожарным передышку, но дым к западу от Мадрида виден до сих пор. Пожары на юго-западе Франции повернули от океанского побережья вглубь страны и приближаются к Бордо. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что огонь сейчас примерно в 30 километрах от города. Из Жеронды и Ланд эвакуированы уже 197 тысяч человек.
Жителей пригородов Бордо поднимали среди ночи тревожными сообщениями на телефоны. 88-летняя Николь Тайфель проснулась в половине третьего, а уже через полчаса сидела в машине спасателей. Сейчас она находится в выставочном центре Бордо, который переоборудовали во временное убежище. Я не понимала, ничего не понимала. Я и сейчас в слезах, потому что не понимаю. Мы почувствовали себя униженными, меньше, чем никем. Делайте это, делайте то, некогда думать, некогда. Я оставила лампу включенной и хотела ее выключить, а мне сказали «оставьте». Хотела взять туалетные принадлежности. «Оставьте, там все есть». Что я положила в сумку? Какие-то глупости. Ну, лекарства взяла. И все. И надо было уходить. В 3 часа ночи. Я уже была в их машине. Семье 75-летней Мартин. Мартин пришлось пережить двойную эвакуацию. Сначала из опасной зоны к ней выехал сын, а вскоре сигнал тревоги получила и она сама. Теперь вся семья вместе с кошками и собаками ночует в том же выставочном центре. Позвонил сын и сказал, что едет к нам, потому что их эвакуируют. Он живет в салоне. А тем временем и мы получили сообщение о том, что должны уезжать. Никто не рад покидать свой дом. Нам было тяжело, как и большинству людей. Это очень тяжело. Есть и те, кому возвращаться уже некуда. В городке Ле-Порш сгорели 109 домов. Помощь пришла с неба. Военный самолет Airbus A400 совершил первые сбросы над горящими лесами Лакано. За один вылет он доставляет 20 тонн огнегасящего состава. Столько же, сколько 2 обычных пожарных самолета. Президент Эммануэль Макрон направил на помощь измотанным пожарным армию. И все это происходит после аномальной жары, которая, по оценкам властей, унесла во Франции почти 6 тысяч жизней. А муниципальный советник Ле Поржа Диду Дейрес предлагает землякам самое простое решение – потесниться и принять погорельцев у себя. Проще говоря, те, чьи дома не сгорели, те, кому, как и мне, повезло уцелеть, попробуют объединиться и создать семьи. Это будут не родные семьи, но в них мы сможем принять этих людей на несколько недель, в нашей коммуне и во всем сообществе Жеронды. В Сан-Диего проходит Комик-Кон – крупнейший фестиваль поп-культуры, который каждое лето собирает больше 100 тысяч гостей. Формально главное здесь – премьеры и анонсы киностудий. Фактически косплееры, ради которых все и снимают. Костюмы готовят месяцами и не задешево. 27-летняя Сара Лу начала собирать своего беззубика из «Как приручить дракона» еще в январе и потратила около $400. По крайней мере, для меня это пересечение театра, музыки и танца, так что я как бы использую все эти навыки, чтобы оживить персонажа. Мне кажется, в этом есть какая-то магия. И еще это создает сообщество, потому что ко мне подходило столько детей со словами «Боже мой, это же Беззубик». А я им «Знаю, я тоже люблю Беззубика». Поэтому я это и делаю, просто ради сообщества. Одни костюмы становятся звездами фестиваля, другие толпа просто не замечает. 21-летний Хосе Саманьева уверен, дело не в бюджете, а в настрое. Так, что надо делать? Убедись, что это круто. Будь уверен в себе, потому что если ты не уверен в собственном косплее, от тебя будет исходить очень плохая аура, и ты никому не понравишься. Если тебе не нравится, как ты одет, значит, твой наряд ужасен. Понимаете, о чем я? Но если ты любишь себя и тебе нравится, как ты одет, бум, наряд топ. А чего делать не надо? Смотрите, не забудьте солнцезащитный крем. Я как-то оделся росомахой и ждал у кафе «Соник». А боже, после этого я выглядел как Кратос. Комик-Кон проходит в разгар калифорнийского лета, и полный костюм дракона здесь быстро превращается в передвижную сауну. 54-летний менеджер фармацевтической компании Дэвид Мартинес, наполовину Человек-паук, наполовину художник Боб Росс, знает главный секрет выживания. Как не перегреться? Пить, пить и еще раз пить. Я ношу бутылки с водой вот здесь, в рюкзаке, и стараюсь делать как можно больше перерывов. Только стараюсь не слишком много пить через маску, а то можно устроить себе пытку водой. Но жара коварнее. На солнце плавится клей, костюмы расползаются прямо на ходу, ткань рвется, и тогда приходит он. Косплей-спасатель Брайан Мира. В образе мастера Феликса из мультфильма «Ральф» с желтым молотком и 7-килограммовым рюкзаком он дежурит в самом центре павильона. Я прихожу и приношу запас всего, что нужно, чтобы починить косплей: суперклей, армированный скотч, английские булавки, невидимки, лак для волос, резинки для волос, скотч разных цветов, все основные цвета, паяльник, клеевой пистолет. Наверняка я что-то забыл назвать. Мой рюкзак весит около 7 килограммов. Надеюсь, я смогу починить то, что у них случилось, и они смогут наслаждаться фестивалем дальше. Они ведь всегда спешат на фотосессию или на панель, и хотят быть готовыми к съемке, готовыми идти дальше. Вот это я и даю.
И делаю это бесплатно, прошу только об одном — просто передай добро дальше.